9:15. Мы выходим в горы. В горах облака, возможно, будет дождь. Сегодня ночью был дождь. Да, ночью был дождь тоже. Вот. Здесь не особо, но вон там прям облака все видно. Ну, горы закрываются облаками. Да, хозяин нас привез сюда. Да. Вот, рассказал примерно, как начинать идти куда. Короче, хороший мужик, только жалко у него с отелем, с адресом этим что-то не то. Да. Вообще, конечно. Вообще, да, у нас и завтрак был очень классный, и вообще очень там такие мягкие одеяла в этом отеле, вообще О, закачаешься. Утром даже не хотелось никуда вставать, вот, но надо идти в горы, вот. Да, все, погнали. Погнали. А еще хотела сказать, что я писала Трипком, я писала в Google карты, чтобы изменили адрес, им вообще все равно, они такие, все нормально. Я им пишу, что одинаковый адрес, но разные города. Они такие, да все хорошо, мы все нормально, не парьтесь. Ваш запрос отправлен ответственному лицу. Как будто бы да. Потом ответственное лицо через 20 минут пишет мне на почту, ваш запрос закрыт, потому что нет никаких оснований и все такое. Как будто бы им просто выгодно, чтобы такой адрес был. Я не понимаю, кому это может быть выгодно, но как будто бы им так все равно. Мы относимся ответственно к нашему, по этим пользователям, к нашим клиентам. Ага, очень ответственно относятся, конечно. Короче, Трипкому дизлайк. Ну, Booking тоже не так хуже работает, поэтому это скорее проблема монополистов. Тут, конечно, вообще красивая местность. И людей очень много. Там стояло много машин. Да, мы только начали подъезжать к городу, там уже столько много машин. И мы такие что-то смотрим, говорим, он такой, да, типа очень много людей, там горы идет. Мы такие, хорошо. Но я тоже считаю, что хорошо. Хотя бы медведи, если что, не нас первым сидят. Правильно? Ну, не знаю. Как ты думаешь, кого надо съесть, себя или меня первым? Меня. Тебя? Почему? Потому что я буду на него нападать. Ты будешь на медведя нападать? Ну, я не тогда знаю. точно тебя. Тут точная грань, типа, когда как-то можно засейвиться. О, есть метка. Будем следовать им, надеюсь. По метке будем идти? Ну ладно. У нас, короче, на разных картах разные маршруты. Не знаю, по какому маршруту мы пойдем. Вот там водопадик. Всякие указатели. Можно ориентироваться. Говорят, идти направо. Мы не знаем, у нас карту строили вообще большинство налево. Сверху находимся, вот эта фотка этой карты. И нам нужно идти, вот хотим вот эту вот гору, называется Монте-Авокадо. И он направо, написано 6 километров, 3 часа. Посмотрим, что значит 3 часа, конечно. Но, в принципе, мы разобрались, да, как эта карта работает. То есть мы вот находимся вот здесь вот, и нам как бы вот сюда вот мы хотим. И нам как бы надо идти направо, и вот как-то так вот здесь вот мы как-то пройдем. И потом нам сюда финальная точка. Но, кстати, вот эти блогеры пошли налево почему-то. Ну, тут налево какие-то тоже есть. Сан-Винсента, вот здесь еще что-то есть, как бы Сентрара. Ну, вообще, нам как бы сюда... Ну, вообще, мы решили идти направо. Попробуем эту дорогу. Надеюсь, маршрут нас не обманул. Все, начинаем наш маршрут. Мы лезем. И тут вот меточки есть, поэтому вроде идем правильно. Нас догоняют, кстати, какие-то люди. А мы боялись, что будем одни тут идти. Ну, вообще забавно, конечно, что тут столько указателей. Фух. Записывать видео, когда ты запыхался, конечно, так себе идея. Ну и указатели довольно-таки новые, то есть это вообще классные туристические тропы. Возможно, так много людей, потому что сегодня воскресенье, и все вылезли погулять. Итальянцы. Смотрите, скамейка для великанов. Дима, сядь на нее. Вообще, что за скамеечка? Только начали маршрут. Ну, слушай, это скамейка для туристов с рюкзаками. Все продумано, чтобы ты его не снимала, просто сел, посидел. Прекрасно. Одобряем. Все. Ты не пойдешь больше никуда? Пойду. Сверху капает дождь и пробивается солнышко. Да, тут такой густой лес, что даже если тут солнце пекло бы весь день сегодня, то здесь было бы, наверное, все равно прохладненько. Хотя рано или поздно все равно выйдешь на гору, и там будет солнце. Ну, мы когда смотрели его со стороны на гору и думали, где же там пройти.
Ну тут даже, конечно, сбоку и не видно никаких троп, конечно же, потому что она идет прям в лесу. Еще тут есть такие вот фигурки. Есть ограждение в некоторых местах, чтобы, видимо, что-то не упало. Сохранили еще где-то. Да, это такие вот грибочек. Еще грибочки. Там прям конь был такой красивый. Ой. О, орел. Рау. Смотрите, вон грибы растут. А, тут медведь. Кто-то сюда приходил и вырезал их. Ну, интересно, конечно. Вообще, мне пока дорога нравится. Мы, конечно, только поднялись на 430 метров где-то. Но пока как бы такие подъемы. Ты идешь, поднимаешься, спускаешься немножечко. Не очень резкие. Часто можно даже просто идешь прямо. В некоторых местах вообще есть разветвление дороги. Ну, тут явно вот это вот какая-то более заросшая, чем это. Но в одном месте там вообще было 5 путей. Но в одном стояла метка, и мы пошли по метке. А тут уже указатель есть. Поэтому мы тоже идем туда, потому что есть указатель. Мы когда были в Неаполе, да, в принципе, в любом городе Италии, вот в этом районе, мы видели вот такие вот алтари. И вот здесь в горах они тоже есть. С фотографиями множество людей. И вот тут в горах. Вон там вот еще один алтарь сзади был. И здесь тоже. По скалам залазить. Ну, тут тоже интересный подъем. Кстати, там снизу вот водичка шумит. Слышно. Мы немножко вышли из зарослей. И вот там ручей течет, не очень большой. Будешь набирать? Ну, давай наберем. Вроде чистые, люди пьют. Набираем воду. Будем яблоки мыть и пить. Там группа людей стоит, отдыхает. Кстати, уже вот начинают виднеться вон горы. Как мы поднялись. Мы видим вот эту гору там, где-то вон там. В общем, огибаем по всем параметрам. Тут их очень много, поэтому даже, не знаю, потом будем смотреть на Google Maps, как мы идем. На Google Earth. Потому что, судя по, по карте, мы идем как будто бы вот прям через, тут несколько гор, и мы вот, типа, насквозь них идем. Ну вот интересно, Потому как что это можно выглядит. еще бочком, еще более бочком как-то было идти. Да, ну просто вот интересно, как выглядит, что как бы вот мы идем бочком, и там мы проходим сквозь горы, где мы обгибаем горы. Угу. Вот. Но мы сейчас уже поднимаемся, тут уже все выше и выше. Сейчас это 630 метров, было 640. Вот даже на машинах как-то заезжают. Так как это получилось, что мы теперь с группой идем. Ну, вон, видишь, там дорога. Ну вот какая-то дорога есть, да. Вот тут уже пробиваются виды города. Скоро обзорная, видимо. Тут даже вот не видно прохода, но он будет, видимо, там между гор. Фух. Тут, походу, самый жесткий подъем Да. на этой тропе. Хоп, и между гор. Какая красота! Ну, до этого мы шли, были леса, а вот тут уже идешь, и вообще какие виды. Просто красота. Там отдельно скала стоит. Наверное, на нее только могут скалолазы залезть. Вот мы пришли уже на обзорную. Тут, да, уже можно лагерь поставить даже. Тут костер жёг. Наверное, и палатками тут тоже можно. Тут, кстати, людей много довольно-таки.
Ну что ж, мы пришли, у нас обед. Да. Здесь холодно, поэтому мы немножко утеплились. Что у нас сегодня на обед? Вот это вот какие-то бутербродики. Я увидел, захотел, Да, купил. но не странные Но не такие. странные. Ну, Да. типа мягкий должен быть какой-то. Да, и вот такие еще тоже. Ну, такие стандартные, по 2 евро. И эти 2 евро, и эти 2 евро. Сколько у нас осталось от завтрака? И вот, смотрите, мы не знаем, что это такое. Когда узнаем, расскажем. В общем, это как будто бы икра, Со вкусом ну, со мандарина или вкусом грейпфрута. грейпфрута, да. Стоило 0,9 на скидку. Я подумала, выглядит очень интересно. Но мы вчера почему-то не осмелились пробовать. А сегодня у нас даже ложки нет, честно говоря. Это, кстати, наша ошибка. Надо было брать ложку обязательно. А еще там вот на горах прям очень сильная дымка. Мы где-то туда должны подниматься, я так Да. понимаю, сейчас. Походу будем идти прям... Прям по дыму, да. Может быть, еще сейчас, конечно, ветром сдует, потому что вообще не хотелось бы туда идти. Там, наверное, очень влажно, мокро и холодно. Ну, мы шли, было жарко, мы в майках шли, но вот сейчас пришли, и тут прям Ну, холодно. тут открытое пространство ветреное. Да, мы еще пойдем даже в другое место сядем, потому что как-то прохладно. Короче, моя вот эта вот привычка просто увидел, понравилось, взял, она как бы... Вот Настя все время все переводит, да? Сидит там каждый ингредиент в меню, переводит и проверяет. А я просто по названию там или по картинке обычно выбираю. Вот. А тут я не знаю, не понимаю итальянский, поэтому просто взял. И это что оказалось? Кусочки сыра. Причем он когда принес, я думаю, зачем он просто сыр купил? Потом думаю, ну ладно, он, Это уже наверное, бутерброд перевел. нарисован. Да, потом думаю, наверное, он перевел, что это бутерброд такой странный. Оказалось, не перевел. Ну, зато это весело. Что мы сейчас с ним будем делать? Есть. Просто сыр? Я люблю сыр. У Насти был более удачный опыт. Да, это не икра, это просто какая-то водичка. Ну, похоже на сок, только немножко более сладкий, такой прям сладкий-сладкий. Ну, вкус грейпфрута чувствуется, но немножко. Не знаю, странное. Может быть, там написано, было еще, когда я переводила, что там замораживать, готово к заморозке. Возможно, это надо замораживать, и потом это мороженое есть. Но я тоже не то, что много перевела, оказывается. Многие люди с собачками приходят. Ничего себе. Какая она сильная. Сейчас у нас высота 680. Мы пойдем, мы думали на эти горы, но нет, эти горы еще выше. Вот мы пойдем вот там вдоль этих гор, и потом вот там вот загнем, то есть мы придем мимо них. Вот по такой красивой дороге идем. Там мы внизу какой-то маленький город. А впереди у нас горы. Иди, Дима. Еще пока мы идем по ровной дороге, хочется сказать про живность. Мы когда вчера шли, там было очень много ящериц и всего вот такого вот. А сегодня, по факту, мы увидели пару ящериц, но и сбоку обычно ничего не шевелится. То есть как будто бы тут ничего нет. Ну, оно и логично. Там ведь было сухо, камни, ну, солнце светило, они вылазили греться и все такое. А здесь вот так влажно и как бы, да. Да, но еще мы тут находим такие, как сказать красиво, какашки. Большие плями такие. Настя сразу сказала, что это, возможно, коровье. Ну, блин, где тут коров? Кто Ну сюда да. привезет? Странно, то есть они выглядят реально как коровьи, но по факту коров тут нет. Интересно, так что это такие за большие животные. Я сейчас оставляю столько какашек на дорогах. А еще хочу поделиться, что я чувствовал здесь такой запах, знаете, вот как в зоопарке около медвежьих клеток. Возможно... Дима почему-то думает, что это медведи, но я так не думаю. Не может быть, что тут медведи ходили. Еще и по туристическим тропам. Хотя, всякое возможно. Немножко прошлись по плюс-минус ровно и начинаем подъем на 900 тысяч метров. 900 тысяч. Ну да, 200 метров здесь набор. Там же 980, 990, поэтому 1000 как-то громко говорить. Это как эти цены. 9,99. То же самое. Ну, тут вообще резкий подъем, конечно. Мы так по картам смотрели, как будто бы должно было быть, ну, всего 300 метров или сколько там, 200 на протяжении 1,5 километра где-то. Ну, тут как-то, я думал, будет не очень резко. Но сейчас пока жестко. Такая узкая дорога, вообще даже не стать одному, ну, как бы по одному надо идти. Вот на такую обзорную зашли. Какая здесь высота, Дима?
760 по компасу. 160. Это круто. Я устала подниматься. Просто нереально. Ну, мы сейчас где-то уже 800-810 метров. И постепенно как будто бы какая-то дымка уже сверху есть. То есть, возможно, мы все-таки заходим в облака. Еще камни все мокрые. От этого скользко идти. Какая трава растет, смотрите. Прям лес. Да. Вон, 45 минут до... Ну да, нам показывало 50 по картам. До Авоката. Но мы хотим еще зайти в пещеру. В одну. Там она нужно будет на 15 минут идти в одну сторону. Там, то есть полчаса еще лишних. Чтобы в нее сходить. Там туда и обратно. По одной и той же дороге. Мы вот пока думаем, пойти или не пойти. Но, скорее всего, пойдем, потому что мы любим пещеры. И это интересно. И вот мы уже в дымке. Прям такой туманчик. Мы вот уже заходим в лес. И как тут темновато становится. Да, тут очень много растительности, плюс там облака эти. И получается, ну, я так понимаю, со стороны горы, стой. И получается здесь мало света. И дождик капает. Но до нас не доходит. Да. Вот не знаю, видно на камере или нет, но вживую прям как будто такая дымка утренняя. Такая тишина. Птички только поют. Еще один указатель. Уже 0,3. Полчаса осталось. Вот, там вроде как что-то проглядывается какой-то вид, но все в тумане. Мы точно в облаке уже. Да. Вот такие виды с вершин гор. 1-километровых пока что. В облаках, конечно, классно, атмосферно, но, с другой стороны, не очень прикольно, потому что ты не знаешь вообще, где ты находишься. Так ты обычно идешь, там просматриваешь что-то, и типа вот там вокруг той горы идешь, или вокруг этой, или был там, стал здесь. А тут ты вот просто идешь где-то, не понимаешь, где. Не, мы примерно, наверное, догадываемся, где мы идем, но, опять же, да, смотреть своими глазами на город интереснее. 5 минут спустя. Да, а тут вот еще есть уже указатель на Майоре. Мы как раз-таки вот в Майоре потом и спустимся в итоге. Да, это указателя на Майоре не было. Да, все верно. Тут, кстати, там вот еще какая-то тропа идет, она на картах это же есть. И тут еще одна тропа идет, но ее на картах нет. Я даже не знаю, какие карты нужно использовать, чтобы была информация по всем тропам. Потому что мы вот одну карту нашли, она классная, как бы вот мы по ней идем. А еще, например, по Google картам вообще ничего нет почему-то. По картам, которые я еще скачивала, я лазила по одном сайте итальянском, и там была рекомендация, какую карту использовать, там Osmap, потом приложу, Осман, да. И ну, там вот как вообще очень плохо работает, потому что ну, там тропы показывает, ведет, но местоположение почему-то неправильно определяет, хотя в Google картах одновременно с этим правильное. В общем, проблемы есть. Хотя дома я строила вроде как строится, но когда в жизни уже идешь, то почему-то какие-то проблемы возникают. Вот тут тоже должен быть вид, что мы вот пришли. Но все в тумане. И в дожде. И в дожде, да, дождь начался. Вот мы и дошли в самую высокую точку нашего маршрута. 950 метров. Дальше у нас будет только спуск уже. Но мы сейчас еще сходим в пещеру. Там сейчас будет, ну, не только, конечно, спуск, там будет тоже вверх-вниз, но выше высоту мы уже не наберем. Можно, конечно, было еще в эту гору пойти, наверное. Какие-то там маршруты вроде есть, но там как-то карта очень неохотно строит, как будто бы там плохая дорога. Дима, ты рад? Ну да. Я рада, что мы будем вниз идти.
Блин, это вообще туман. Ой, как же хорошо спускаться. К нам навстречу люди идут наверх, всякие запыхавшиеся. Вот, хорошо быть с тем, кто идет не запывших, короче, без одышки. Вот. Счастье-то какое. А еще хочу сказать, что очень, конечно, влажность большая. У меня уже волосы прям вот чувствуется, что такие влажные. Потому что, потому что в тумане, логично, конечно, да. Спускаемся. И спустились вот в какую-то, как это называется, площадь. Наверное, это должна была быть обзорная площадка. Ну вон там здание. А вон там здание, нам бы вот к нему выйти как-то сейчас. Ой, как туман летит быстро. Нам такой вот сок дали на завтраке. Очень вкусный. Там прям реально частички груши. Вот, грушевой. И, кстати, палочки бумажные. Необычно. Не пластиковые, а бумажные. Вот мы сюда спустились. Тут даже вот какое-то заведение. Как сказать, конечно, заведение. Но домики стоят, почти не видно их. Там раньше я читала, что туда можно зайти, но сейчас вот все закрыто. Вроде как. Да. Домик стоит. Аве Мария. Туман то стоит, то иногда прям вот сейчас быстро идет. Вон даже видно, сколько там домиков. Тут еще карты есть. Там, кстати, какие-то мероприятия или что. Ну, как будто бы мы не в горах, а на чьей-то свадьбе. Так, пойдем посмотрим карту. Тут карта вон есть. Ромашки. Так, мы здесь. Пришли мы вот отсюда. Вот отсюда. То мы вот столько прошли. И вот сюда вот придем. Мы уже близко возле Майори. Да. Еще зайдем сейчас в пещеру. Она где-то вот тут должна быть, по идее. Здесь, да? Не, да, вот. А, вот здесь, да? Угу. Сейчас опять подниматься, кстати, будем. Вот так. Да, здесь должен быть хороший вид. Мы уже доходим до пещеры. Дима, ты нашел пещеру? О, ну она небольшая. Да, такая скрыться от дождя. Даже в ней туман. Дымка такая. Он мешок тут. Кто тут жарит шашлычки, да. Вот мы сходили. Думала, тут монахи будут, но что про монахов название. Не, ну тоже мы будем здесь. Приходили молиться, строить на красоту. Может, они тут жили. Считай, как однушка. Как студия. Это еще не та пещера? О, реально еще не дошли. Отмена. Идем искать пещеру монахов. Да. Как Дима сказал, как будто бы мы на краю земли сейчас. Там вот внизу. Вот ничего нет, обрыв. Дерево стоит страшно. Это, в принципе, все такое в тумане. Страшненькое. Но голые деревья в тумане — это как из игры про Слендермена. Ох, обрыв там. Но это уже не туристическое место, потому что тут как-то людей вообще нет. Пещера? Ух. Что такое? Ты боишься, кто тут живет? Из-за тумана даже ничего не видно, что там внутри. Проходи давай, чуть-чуть. Да, вообще в тумане даже не видно, что в пещере в этой. Диме страшно.
Думаешь, фонарик поможет? Ну, глаз горящих вроде нет. Сделали посветлее на камере, чтобы было что видно. Ну, тут прям пещера. Там какие-то вон ходы есть. Везде что-то капает, поэтому страшно. Мгм. Ну, что будем делать? Пойдем смотреть? Там вот точно какой-то вход есть справа и слева. Там что лежит? А? Ладно, я палку ставлю. Наоборот, палку бери. Как будто палка лучше. Палка будешь на расстоянии. Ну, мы трусишки. Ну, что там? Вода капает. Ого, там какая-то... А, это... Дырка какая-то. Помню, ну да. И там второй проход. Понятно. Ну да, круто. Дима, тебе нравятся такие впечатления? Диме не нравится. Так, теперь еще раз обзор пещеры, когда мы не боимся. Тут вот получается такой вот вход. Идешь. Тут прям видно, что сделано, то есть сверху там вот еще есть потолок, но вот как бы видно, что вот сделано что-то. Тут как будто бы был бассейн или что. Да. А внутри, в общем, ой, тут темно, конечно, без фонарика. Сейчас фонарик включу. А внутри очень низкий потолок, какая-то дыра. Вот куда мусор, видимо, сбрасывают. Вода капает. Вот какие-то дырки. И так вот можно пройти. Надо очень сильно пригибаться. Вот я прям пригибаюсь. И вот здесь вот выйти. Оп. Вот. Это, я не знаю, это либо античные штучки, либо заброшки, либо все вместе. Ну, на античные штучки не похоже, скорее просто заброшка. Пещерная заброшка. Вводим новый термин. Дима, тебе понравилось? Честно? Я думаю, меня мышь укусит. Ну, оно того стоило, да? Там, кстати, вот есть дорожка, да? То есть, по идее, можно эту гору обойти вообще. Вот это вот участок, как это назвать, пику эту. Ну да. Но проблема в том, что там у нас по карте очень плохо строят. И как будто бы там... Ну, тут уже очень близко к обрыву. Там как будто бы еще будет ближе. А идти прямо возле обрыва мы не очень хотим. Особенно... Посмотрим потом по картам, как оно будет. Типа по Google Earth можно посмотреть прям. Да. Сравнить. Я посмотрел по карте, что там вдалеке где-то море должно быть. Вот. И ну, там горы есть какие-то внизу, но они не такие высокие. То есть, по идее, море должно было быть видно. Но из-за облаков ничего не видно. Ну, тут, кстати, реально много всяких таких площадок, столиков, где, видимо, что-то проводят, какие-то, не знаю, не мероприятия, как сюда не добираются. Но там стол дальше, это вообще такой прям крепкий, новый. Поэтому что-то тут, да, устраивает. Тут вообще столько людей может сесть в этом месте. Ну, неужели сюда поднимаются шашлыки пожарить?
Мы вернулись после посещения пещеры. И теперь будем идти вниз. И только вниз. Показывает 2 часа, да, Дима? Да, 2 часа по картам. До низа. Минори, да? Наверное. Ну, Там Минори и Майори, мы вот в одном городе ночуем. да. Но придем в тот, который поближе. И потом еще пойдем, там есть лимонная тропа. Вот, надеюсь, в нее тоже еще попадем. И по ней придем. Там между этими городами 20 минут, если идти вдоль дороги. Но мы хотим-то пойти не вдоль дороги, а по тропе. Поэтому, возможно, получится чуть дольше. Сантурио делла Мадонна Авокато. Вот так это называется. Ну, тут все ходы закрыты. Вон там тоже какой-то есть вход, он закрыт. Или мы туда пойдем? Нам показывают по лестнице. А пойдем посмотрим туда, что там происходит. Да, тут закрыто. Непонятно, что там происходит в этом месте. Я думала, можно будет туда зайти. Оказывается, нет. Здесь тоже какая-то пещера, но в нее нельзя пройти, потому что там вот ворота, что мы снимали. Обидно, конечно. Хорошо, что мы хоть на одну пещеру сходили. Если понадеялись бы на эту, остались бы вообще без пещер. Мне дали палочку, и я пошла спускаться. Смотрите, какой резкий спуск. Даже с палочкой не слезть, а я еще снимаю. Так. Ладно, одной рукой тяжело. На, выдержи. Так, сейчас только бы не упасть. Оп. Сочувствую людям, которые здесь поднимались. О, там даже какой-то проход есть. Вон там. Ну что, пойдешь, Дима? Куда там идти? И сверху вон тоже. Тут, кстати, эхо даже небольшое в этой пещере. Когда мы уже с тумана выйдем? Хочу посмотреть на город. Сверху вниз. 70, мне кажется, что когда мы поднимались, тумана не было, но все тут еще, все еще есть тут. А еще вот такие вот есть всякие тоже небольшие углубления в пещере под скалой. Ну, как мини-пещеры под скалой. Прям под скалой идем. О, тут даже можно залезть. Дима, залезешь? Нет. Там какой-то мусор. Я бы тоже не полезла. Вон на 3 камешках держится гора. Ну вот мы уже спускаемся, и как будто бы тумана уже нет. То есть там еще сбоку он виден, вон с того бока еще виден, но там внизу видно только зелень, но тумана не видно. Кстати, тут есть такие места вот передохнуть. Мы вообще уже час спускаемся и никого не видели. То есть последних людей мы видели сверху, когда были. Да, но с другой стороны, ну как бы логично, потому что тут как бы уже, ну когда вначале мы шли, кто-то там туда шел, кто-то обратно, кто-то обгонял там, то сюда, короче, какая-то движуха была. А сейчас уже вечером кто будет, так сказать, выдвигаться в маршрут. А быстрые они уже прошли все.
Ну да, логично, но все равно такое сравнение, когда в начале столько людей было, а сейчас вообще никого. Зато вначале нам было страшно идти, потому что мы думали, что тропа такая немножко диковатая, а потом увидели сколько людей и поняли, что ничего, она не дикая. А теперь уже как бы и не страшно, потому что мы-то поняли, что она не дикая. Вот так. Да, вышли мы уже из тумана. Пока видов еще нет, но надеемся, еще будут, потому что обидно как-то получилось. У нас такое уже было в Дананге, когда мы ездили в парк Бонни-Хиллз, когда мы тоже поднялись наверх, и там никаких видов не было. И сейчас здесь тоже. Вот мы поднялись наверх, на такую высоту, и по факту посмотрели только на облака. Мы сейчас пока сидели на перерыве, посмотрели, какие там должны быть виды. И, конечно, жалко, что мы такое не увидели. А вот и лучик, вот и виды начинаются. Вон там уже... Ой, какая красота! Я уже вижу вот это вот эти прибрежные городки Италии. Красота, вода, там вообще солнышко вон светит. Мы солнышко полдня уже не видели. Какие-то заброшки тут. Там дальше еще здание побольше будет. Тут уже вот появились Майори Центро 0,5, 50 минут. Ой, упала. Вот с той горы мы спустились. А здесь вот такие еще заброшки есть. Подожди, я пойду посмотрю, что за заброшка. Дима, ты тут нужен. Да, опять мусор. Либо ты не мусорить. Да, все заросло. Там, наверное, раньше чей-то домик был. Вон печка. С таким вот видом на море. Что-то тут дорога прям очень узкая. Пробираемся сквозь кусты. О, широкая часть, широкая часть. Вообще не знаю, если по ней подниматься, как будто бы она намного сложнее, чем та, по которой мы поднимались. Тут, во-первых, очень резкий подъем. Ну, сейчас для нас спуск. Очень большой угол. Во-вторых, тут как бы вот по кустам надо пробираться. Да, по скалам, как козлик скакать. Вот, смотрите, о чем я говорю. Как это вообще идти? Мы правильно идем? Да, да. Мы еще и правильно идем. Ты какая фигня тут растет? Что это такое? Не знаю. Ну, они какие-то надутые. Потому что просто листья так завернулись. Ну да, наверное. Вот официальный маршрут, есть пруфы. Так, а теперь сейчас тут будем воду перепрыгивать. У нас новое приключение. О, смотри, там головастики какие-то плавают. Вот, ну ладно, не так много. Мгм. Что там? Головастики, видишь? Ага. Такие маленькие. Оп. Я не сняла, но это было легко. Еще и дерево тут на пути растет. Ну, вроде перешагивается. У нас еще там одно дерево было, мы его пролезали снизу. Тут как будто бы, да, более дикая тропа.
Вообще хочу сказать, что если бы мы по этой тропе поднимались, я бы, наверное, далеко не ушла, потому что тут, конечно, стрёмно. Очень мало места. Придется прям вот сквозь кусты проталкиваться. Наверное, все вообще сюда не ходят, а поднимаются там и сразу там спускаются. Там, где мы поднимались. Потому что это как будто бы вообще не туристическая тропа. Неудивительно, что Мапс мне все хотел в обход как-то отправить. Да. Вот такие еще заброшки тут есть. Мы уже внутрь не пойдем, да? Не пойдем. Мы, простите, но не хочется. Все-таки уже конец тяжелого дня. Блин, ладно, давай зайдем побыстрее. Ну, давай. Не могу я без такого. Ой. Иди первый. Пойдем дальше садимся. О, второй этаж сразу. Ну вот, все. Обзор есть. Да, понятно, ничего такого. Не Помпея, конечно. Вон там такие виды, а мы идем в кусты. Ну, я думаю, тут когда-то была хорошая тропа, просто в какой-то момент тут стало мало людей ходить, и она так сильно заросла. Тут вот какие-то прослеживаются следы цивилизации. Во-первых, труба идет с водой откуда-то и куда-то. Не знаю, что они запитывают или что, не знаю, короче. Вот, а еще есть вот что-то старое такое. Как будто бы, возможно, даже раньше эта вода запускалась, не знаю, ручейком вот так вот, а потом по трубе запустили, короче. Ну, потому что она здесь на протяжении всего спуска этого есть такая вот. Даже там снизу видно дорога, и видно вот такие вот дома. Там это, видимо, чей-то огород по всей вот длине холма. И вот какие-то тоже старые дома стоят. Ой, чуть не упала, когда снимала. Вот, там видно, что тоже он заброшенный, потому что дырявая крыша. Возможно, кстати, воду как-то вот и для этих целей подводят. Для домов этих всяких. Ну, просто видишь, тут же мы только заброшенные видим. Только вот единственная та церковь сверху. Ну да, но все равно. Вид сбоку вот на это великолепие. Ой, ну дорога, конечно, ой, тяжелая. Там уже мы видели людей, которые просто туда пришли погулять. Какой-то бассейн старый. Да, поэтому мы где-то уже близко к цели, хотя показывается еще идти полчаса. Фух, ну спускаться, я скажу, вам тоже тяжело. Я думала, настроилась на то, что мы оп-оп-оп, прогуляемся только вниз, как в начале, а мы вообще очень тяжелая дорога. Ну да, мы сейчас подниматься не будем, только спускаться, но тут уже огород начинается. Лимоны растут уже, вот. Ну, большие, мне кажется. Он, кстати, висят вообще как дыни такие здоровенные. Я предлагаю Диме сорвать лимон, тут невысоко, но он не хочет. Говорит брать с пола. С пола я не хочу. А вот сорвать бы. Ладно, мы честные люди. Но, может быть, потом сорвем еще, посмотрим. Один маленький какой-нибудь. Вообще, они не созрели уже, интересно? Да, как проверить, что они готовы или не готовы? Ну, не созревший лимон я еще не видела внутри. Как он будет? Не Скажи, он что, будет просто кислее? Да, вот интересно, он будет кислее или наоборот? Вот такая табличка у нас тут имеется. Да. Кактус еще, кстати. Вот реально тропа такая вот. Вдоль чужих огородов. С надеждой найти лимон. А мы между этим выходим уже. О, у нас новый вид. Смотри, там посвечивается кусочек маленький. Ага. Классно. Вот это я понимаю тропа. Идешь вниз. И все. На нем много маленьких кактусов. А еще вот еще заброшка. Это явно непосещаемая.
Заброшенная заброшка, да? Заброшенная заброшка, да. Я хотел сказать, что вот интересно, тут эти ступеньки, они уже довольно-таки давно, ну как давно, метров 300, может быть. И интересно, они до конца будут или как? Может быть. Ну, как будто бы должны до конца. Должны хотя бы куда-то везти. Я думаю, может быть, и в город. Там, возможно, дорога уже, поэтому как бы. А не, посещаемые, вот среди ступенчик есть. Угу. Да. Красота. В жизни еще лучше, чем на картинках. Кстати, вот ступеньки уже заканчиваются. О, это можно вот так вот подняться? Ну да, Круто. до травы, пока там не начнется заросли. Ну эти. да. А Но так, в всё принципе, да, равно. можно подняться и там тоже сверху немного посмотреть. А, ты про вот это? Да, Ну, смотри, видишь? мгм. Не, ну тоже до травы, ты правильно сказал. Круто. Сколько стоит? Ничего не написано. Ну все, мы, по идее, это уже конец тропы, потому что тут уже стрелочки все в другую сторону. Наверное, мы уже заходим в город. Ну, получается, да. Ну как тебе маршрут? Ну, в целом, хороший. Последняя эта часть, там, где было заросли, конечно, неприятная. Вот, но в целом получше, чем мы вчера гуляли, да? По городу, ну, по дорогам. Ну да, лесным. конечно, это не дороги. Все равно, мне кажется, лучше, чем дороги, да, даже если заросли эти. Вот. Но мне понравилось. Да, начало было, конечно, вообще классное, а конец уже тяжело шел. Потому что и тяжело было идти, и потому что, в принципе, уже очень устали. У меня даже ноги трясутся, вот сейчас стою. Да, потому что мы не особо, конечно, готовились, честно говоря. Мы по ступенькам ходили на 5-й этаж. Ну, нет. Я ходила, не верьте ему. Ай, Так, да, во-первых, мы вам набрали. Вот тут еще такая штука. Дальше еще сейчас будем спускаться. Вот маршрут все еще идет. Вот метка. Есть метка. Все еще спускаемся. Да, как эту штуку юзать? Может, поюзаем? Я не понимаю. Можно просто так скатиться. Там явно какой-то бензин заливают, да? ну да. Но как-то вообще старому выглядит, конечно. Вот там особенно снизу. Дизель. Табличка выцвела вся. Аккуратно накрыли чем-то. Как будто кто-то упало просто сверху. Хотя нет, наверное, специально. Вот такой спуск с таким вот видом. Да, тут ступеньки, конечно, совсем не Да, хорошем тут состоянии. ступеньки что-то вообще все Ну нам-то разбитые. что, мы-то по камням вообще ходили. Что нам те ступеньки? Тут вот даже проволока, видимо, чтобы не воровали. Там такой вид сзади. Фух, ну, конечно, да. Еще мы очень рано попрощались. Еще идти. Кстати, вот эта дорога, как это назвать ее? Я не знаю, как ее даже назвать. Как ее назвать даже? Ну, не канатная, Рельсовая. рельсовая, да. Рельс по поручню, скажем так. Но она очень старая, тоже все заросло давно. Да. Даже интересно, как она функционировала. Наверное, дороги были шире, потому что вот даже здесь кажется, что она большая. Если кто-то будет идти, то собьет его. Ну, лимоны тут, конечно, классные, здоровые таких, вообще хорошечно. Когда, ну, хотя, когда в магазине их видишь, думаешь, блин, у них тут толстая будет шкурка сейчас, но все равно в целом они всегда вкусные, хорошие. Итальянские, наверное. Думаешь, у нас в Беларуси лимоны итальянские? Не знаю. Надо проверить будет.
Мы уже вышли в город, очень устали, на лимонную тропу не пойдем. Смотрите, собака. Ладно, дырочка. Да. Вот. Здесь не упадет. Да, теперь уже... Ой, нам еще 8 минут до остановки. И поедем на автобусе, потому что лимонную тропу мы уже не осилим. У меня ноги трясутся вообще. Ну, это, наверное, потому что 2 дня подряд шли, потому что очень жесткий спуск был. Ну, тут значки вот эти продолжаются. То есть, как бы можно вниз туда идти и пошел. А до куда, интересно? Или Наверное, это до лимонной другой, тропы? или это другой значок. Возможно, да. Вот. Но все, с нас хватит. Маршрутка наша там внизу. Сколько? Ну, тут, наверное, километров 14 будет. Кстати, нам туда, на маршрутку. Да, Продолжаем. Ну, это все, больше уже все. Ну, может, еще распишем. Там, кстати, рассказывается, что сегодня какой-то праздник. Возможно, мы вообще у нас не будет маршрутки, потому что там все перекрыто. Ну, посмотрим. Возможно, нам врут, чтобы мы на такси поехали. Возможно, в весенние времена более влажно. Здесь даже течет река какая-то. Но тут пока идем мы. Купили 2 билетика по 1,5 евро каждый, то есть 3 евро. Тут ехать, 20 минут. Ой, то есть идти пешком 20 минут, ехать там вообще минут 10, даже меньше. Ну вот, это 1,5 евро заплатили. Дима, ты где покупал? Там вот, короче, турист инфопоинт, что-то такое. Да, тут они не продаются прям при входе, нужно заранее покупать их, потому что там, я так знаю, там в табачных лавках еще продается, то есть в таких вот местах оно продается. Странно, конечно. И вообще, почему он не едет? Где он? Сказали, что должен приехать. Там у мужчины спросили. Мы пришли. Мы очень устали. Только вот обувь скинули, сразу же на зарядку все ставим. Ну вот, отель у нас, конечно, старенький, но не знаю. Смотри, какой типа пароль от Wi-Fi здоровый. Пароль от Wi-Fi. Сейчас мы спалим этот пароль от Wi-Fi, вот он. Удачи вам. Вводить его. Просто какой-то хэш закинули и все. И рандомно сгенерировали. Но зато тут такой вот вид у нас. Опа, полиция муниципалия пришла проверять парковочку.